Солдаты массово складывают оружие. Минобороны заявляет о дезертирстве, бунте военных и убийстве генерала. Ключевой представитель Генштаба ликвидирован. Полный отвод войск. Путин обратился к США, Зеленскому и ВСУ. Официальное заявление Москвы и для НАТО. Приказ на ответный удар. Пентагон заявляет о решающих днях на Ближнем Востоке. Иран готов остановить войну. Президент озвучил условия США. В чем суть? Масштабный удар по Боингу, экстренный призыв к эвакуации. Вечер 1 апреля обозначен как время для атаки возмездия. Соратников Зеленского ждут дома. Украина запускает процедуру экстрадиции Миндича и Цукермана. Обращение Киева к Израилю и как в документах расследователей теперь звучит позывной экс-главы офиса Зеленского. Почему не Али-Баба? Полный игнор со стороны Москвы. Фермеры, потерявшие скот, приехали к Путину. Сбит самолет России. Удар по правительственному зданию. Польша готовится к секретным учениям и возможной войне с Россией. А Европа начинает продажу наборов выживания. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. Польша готовится к секретным учениям на случай войны. Стратегические учения «Край» пройдут в апреле, сообщает Rzecz Pospolita. Учения организует Министерство нацобороны, а общее руководство осуществит президент Навроцкий при поддержке правительства и военного командования. Все детали подготовки, сценарий, сроки и место строго засекречены. Это должны быть важнейшие учения, которые по плану проводятся раз в 4 года, отмечает издание. В рамках «Край» будет протестировано взаимодействие между гражданскими властями и армией. Пройдет масштабная стратегическая игра, имитация принятия ключевых политико-стратегических решений, включая введение военного положения. Также проверят планы стратегического реагирования, механизмы кризисного управления, системы связи, коммуникации и процедуры командования. Другие страны Европы тоже готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. Так, в супермаркетах Бельгии уже продают так называемые наборы выживания по цене 30 евро. Конкретно в набор входит 3100 калорий, мюсли, энергетические батончики, орехи, 2 полноценных приема пищи, порошок для изотонического напитка, палочки кофе, жевательная резинка, салфетки, ложка и пакет для разогрева еды. Все это рассчитано на то, чтобы человек мог продержаться полностью самостоятельно 24 часа. Соратников Зеленского ждут в Украине. Новый поворот в нашумевшем деле Мидас. Генпрокуратура Украины отправила в Израиль официальный запрос на экстрадицию Тимура Миндича, ключевого фигуранта громкого коррупционного скандала. Все необходимые документы отправлены в Минюст Израиля. Одновременно украинская сторона отправила запрос и на второго фигуранта записи НАБУ под кодовым именем Шугармен Александра Цукермана. Напомню, Миндич, бывший совладелец квартала 95, сбежал из Украины в ноябре 2025 года, буквально за несколько часов до обысков. Его объявили в розыск по делу о масштабной коррупции в энергетике. Сам Миндич отрицает свою вину, а дело называет медийным кейсом. При этом доказательств по делу Мидас предостаточно. Об этом в интервью YouTube-каналу «Е-Питання» рассказал главный детектив НАБУ по делу Мидас Александр Абакумов. Также в антикоррупционном бюро предполагают, что экс-глава офиса Зеленского Ермак может фигурировать на пленках операции Мидас под псевдонимом «Хирург», а не Али-Баба, как заявлялось ранее. А Али-Баба – это настоящий псевдоним, который был на пленках. Я его не озвучивал. Вы можете спросить руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры. Я знаю того человека, которого я назвал под псевдонимом «Хирург». Ермака. На пленках. Я сказал то, что сказал. Интересно, почему хирург? Офис президента как хирургическое отделение. Глубокая координация между Будапештом и Москвой, обход санкционной политики ЕС и передача чувствительной информации. Венгрия, крот или горячая линия Кремля внутри Евросоюза. Так мировая пресса реагирует на слитые накануне телефонные переговоры между главой МИД Венгрии Сиярто и его российским коллегой Лавровым. На аудиозаписи слышно, как Лавров просил Будапешт помочь исключить из санкционного списка ЕС сестру российского олигарха Алишера Усманова. Сиярто при этом отвечает, что готов помочь.
В записи Лавров также отметил, что Сиярт активно освещается в российских СМИ. На вопрос министра «Я сказал что-то не так?» Лавров ответил «Нет, просто говорят, что вы прагматично отстаиваете интересы своей страны». В сети обсуждали, что аудиозапись — это проделки нейросети, однако подлинность подтвердил в итоге сам Сиярта. Венгерский министр назвал слив его телефонных разговоров с Лавровым большим скандалом и обвинил в прослушке иностранные спецслужбы, которым помогают венгерские журналисты. Далее цитата. И очевидно, что это вмешательство иностранных спецслужб происходит в интересах Украины в венгерских парламентских выборах. Что касается содержания телефонных разговоров, представленных как огромная сенсация, прежде всего список прослушки неполный, далеко не полный. Потому что, как я уже неоднократно говорил, в связи с решениями Европейского Союза, в том числе санкционными решениями и их последствиями, я регулярно согласовываю позиции не только с министром иностранных дел России, но и с министрами иностранных дел многих стран вне Европейского Союза. И, разумеется, буду делать это в будущем. Иран наносит болезненные удары на Ближнем Востоке, подрывая экономику и безопасность. После месяца массированных атак со стороны США и Израиля Тегеран не сломлен, пишет Associated Press. Несмотря на заявление Вашингтона о разгроме, Тегеран адаптировался. Меньше ракет, больше дешевых дронов, которые перегружают ПВО и все чаще прорываются. Атаки все точнее бьют по уязвимым объектам энергетики и инфраструктуре Персидского залива, усиливая глобальный эффект войны, говорится в материале. Авторы считают, Иран готов тянуть время, чтобы война болезненно отразилась на Вашингтоне, проще говоря, повышая цену войны для США. Сколько времени Иран сможет поддерживать текущий уровень ответных действий, остается неясным, поскольку разведданные США и Израиля о запасах иранских ракет и дронов ограничены. Военные эксперты обеих стран дают разные оценки оставшегося арсенала, но сходятся в том, что у Ирана, скорее всего, по-прежнему есть тысячи дешевых, произведенных на месте дронов, которые он может использовать для угрозы союзникам США, даже если большая часть его потенциала по запуску баллистических ракет средней дальности уничтожена. В Министерстве войны США при этом анонсируют, ближайшие часы и дни станут решающими. Хексет выстроил жесткий нарратив. Он утверждает, что удары подрывают мораль армии Ирана. В Минобороны уверяют, что военные Ирана массово складывают оружие. Речь о дезертирстве и бунте среди личного состава, а также хаосе в командовании. При этом ключевая формула – давление через силу. Вашингтон готов договариваться бомбами, пока Тегеран не уступит. Министр прямо сигнализирует, интенсивность ударов только вырастет. Внутри логики Пентагона ставка на истощение. У США растет давление, у Ирана сужается пространство для действий. Одновременно Хексет избегает конкретики по наземной операции. Послушайте. Прошел всего 1 месяц, и мы уже задаем условия. Ближайшие дни будут решающими. Иран это понимает и почти ничего не может сделать в военном плане. Да, они еще будут запускать ракеты, но мы будем их сбивать. Примечательно, что за последние 24 часа было зафиксировано минимальное количество ракет и дронов, запущенных Ираном. Они будут уходить под землю, но мы их найдем. Иран при этом объявил ультиматум: с 20:00 по тегеранскому времени 1 апреля КСИР запускает операцию возмездия против американских компаний по всему региону. В списке целей технологические гиганты и корпорации Microsoft, Google, Apple, Intel, Tesla, Boeing и другие. Всего 18 компаний. Тегеран считает эти структуры законными целями за участие в планировании атак. Удар будет наноситься за каждую ликвидацию иранцев, говорится в заявлении. Прозвучал призыв срочно эвакуироваться. Сотрудникам этих организаций рекомендуется немедленно покинуть рабочие места для обеспечения своей безопасности. Жителям, проживающим рядом с такими компаниями во всех странах региона, также рекомендуется отойти не менее чем на 1 километр и направиться в безопасное место. Иран при этом готов к завершению войны, огонь может утихнуть, но есть условия. Президент Ирана Пезешкиян в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Антонио Кошта обвинил США и Израиль в срыве прежних переговоров и заявил, что Тегеран изначально шел на диалог. Он уверяет, что Иран не ищет эскалации, но будет защищаться, пока атаки продолжаются. Однако заявление о готовности прийти к финалу войны звучит так. Путь к нормализации обстановки – это прекращение их агрессивных атак. Мы ни на одном этапе не стремились к напряженности и войне и обладаем необходимой волей для завершения этого конфликта при соблюдении соответствующих условий, в частности, предоставления необходимых гарантий недопущения повторения агрессии.
Иран 1 апреля проведет похороны высокопоставленных военных. Накануне КСИР заявил, в результате удара США и Израиля погиб генерал-майор Эсхаги, который десятилетиями укреплял военную мощь Ирана. Он был советником начальника Генштаба ВС Ирана. Далее заявление командования. С глубокой скорбью и одновременно с чувством гордости за мученическую смерть славного полководца исламской революции генерал-майора КСИР Джамшида Эсхаги, советника начальника Генерального штаба вооруженных сил, а также нескольких членов его семьи, погибших в результате преступного террористического нападения американо-сионистского режима, выражаем свои поздравления и соболезнования Верховному главнокомандующему. Удар в спину от союзников получили США. Еще одно громкое событие последних суток – это решение европейских стран. Франция, Италия и Испания закрыли свое небо и базы для миссий США против Ирана. Париж блокирует военные грузы в Израиль, Рим перекрыл базу Сиганелла, Мадрид – воздушный коридор. Сигнал 1. В эскалацию не вписываемся. Трамп взорвался, назвал Францию бесполезной, пригрозил, что США это запомнят и бросил Европе: идите добывайте свою нефть сами, с намеком на открытие Ормузского пролива. Западная пресса намекает на некий бунт против действий Трампа. Отмечу, что, как и прежде, удары на Ближнем Востоке не прекратились. Ливан совершил массированный ракетный обстрел территории Израиля. В Иерусалиме вновь заявили, что их наземная операция на юге Ливана продолжается, а буферная зона будет расширена. Серия украинских ударов выбила ключевые экспортные узлы России, превратив нефтяной поток в нестабильный и уязвимый. Атаки дронов по портам Приморский и Усть-Луга обрушили экспорт российской нефти. Поставки упали примерно на 75% за неделю. Об этом пишет издание Bloomberg, уточняя и сумму, которую потеряла Россия из-за налета дронов. В результате объем отгрузок через эти порты сократился примерно до трети от уровня предыдущей недели, что привело к снижению доходов Москвы от продажи нефти более чем на $1 миллиард. Атаки произошли в тот момент, когда Кремль начал активно зарабатывать на войне на Ближнем Востоке, увеличивая экспорт на рынок, где цены на российскую нефть за месяц выросли более чем в 2 раза. Эстония и Латвия при этом накануне заявили о фиксации пролета над своей территорией украинских БПЛА, которые направлялись в Ленинградскую область. Эстонские силы совместно с союзниками отслеживали эти беспилотники по всей воздушной картине, как с земли, так и с воздуха, с помощью различных средств. Для обеспечения безопасности населения силы обороны выпустили 3 предупреждения об опасности в зависимости от того, где возникла угроза. В России при этом заявляют, что скоро будет отдан приказ на ответный удар. Москва обратилась к НАТО, в Кремле обещают соответствующие меры, если подтвердится, что страны Балтии предоставляют воздушное пространство Украине для атак по России. Напомню, в Таллине, Риге и Вильнюсе эту информацию опровергали. Это обяжет нас сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры. Но здесь не главное, что думают в Кремле, здесь главное, как ситуацию анализируют наши военные. Они ее тщательно отслеживают, анализируют и выступают с соответствующими предложениями, которые потом рассматриваются. Зеленский, напомню, накануне заявил, что все эти атаки – это ответ Украины на российские обстрелы. Россия при этом заявила о теракте, обвинив Украину в ударе по правительственному зданию. Речь о прилете беспилотника в Белгородской области. Кадры опубликовал губернатор Гладков. Кроме того, ряд российских военкоров пишет о другой потере – сбит российский истребитель. Z-блогеры намекают на то, что это произошло во время отражения беспилотных атак. Украинские мониторинговые каналы при этом уточняют, что речь идет о потере России Су-34. Россия вечером 31 марта объявила и спасательную операцию в связи с потерей связи с военно-транспортным самолетом Ан-26, который пролетал над Крымом. Транспортник влетел в скалу. Погибло 6 членов экипажа и 23 человека из личного состава. В Минобороны заявляли, что поражающего воздействия по Анну не было, а причина еще и в технической неисправности. Последний день марта стал черным и для американской авиации. Суперсовременный истребитель F-35 США разбился на военном полигоне к северу от Лас-Вегаса. Пилот успел катапультироваться и получил лишь незначительные травмы. Срочный звонок между Киевом и Вашингтоном. 1 апреля Зеленский на связи со спецпосланником Трампа. Тема – война в Украине.
Переговорный процесс продолжается, обсуждается возможность трехсторонней встречи. На Банковой вновь предложили России пасхальное перемирие и ждут ответа от Москвы. А Путин тем временем поставил условия как Зеленскому, так и ВСУ. Москва требует военных Украины выйти из Донбасса в течение ближайших 2 месяцев. После, как уверяет Москва, война закончится. Далее заявление Зеленского по этому поводу. Они сказали, что через 2 месяца, это последняя информация, через 2 месяца они захватят восток нашего государства. Цитирую их: захватят Донбасс. И поэтому у Украины есть 2 месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится. А если Украина в течение 2 месяцев не выйдет, то Россия захватит Донбасс. И потом будут другие условия. Логичный вопрос: если их цель только Донбасс, это мой вопрос нашим американским коллегам, тогда если они смогут захватить Донбасс, зачем они говорят, что потом пойдут дальше? Будут другие условия. То есть вопрос все-таки не в Донбассе. В Москве уже отреагировали на ранние заявления Зеленского о перемирии, заявив, что не увидели четко сформулированных инициатив. Песков уверяет, что Москве нужен мир, а не перемирие. Россияне обратились с требованием к Путину. Возмущенные фермеры из 5 регионов России, где был массовый забой скота, приехали в Москву, чтобы лично достучаться до Путина. Люди требуют, чтобы он остановил изъятие и уничтожение животных. Об этом сообщает Всероссийский аграрный совет. Фермеры собрали более 30 тысяч подписей для передачи в приемную Путина и еще 7 инстанций. Люди заявляют, что в своих регионах уже оббили все пороги у местных властей, их открыто и цинично игнорируют. Напомню, массовый забой скота в ряде российских регионов начался в феврале этого года. Прямой ущерб фермерам превысил 1,5 миллиарда рублей. Ну где это видано? Ну, может быть, президент хоть обратит внимание на все это беспредел и кошмар, который происходит вокруг нас? Да я-то понимаю, что это незаконно, поэтому я сказала, я сдаваться не буду, буду бороться. Люди меня все поддерживают. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое, как всегда, за поддержку. Если не будет сложно, оставьте, пожалуйста, свой лайк под этим видео, комментарий и сделайте репост. До встречи уже завтра.